Привет, друзья! Весенний четверг у нас. Очень рада вас видеть. И у нас последний, 7-й эфир 5-го сезона «Невредные советы». И сегодня мы поговорим о продажах и юридических аспектах. Поэтому, возможно, сегодня будет не так весело, как обычно, хотя я надеюсь, я всегда стараюсь с юмором рассказывать сложные моменты. Так, жду вас. Отлично, рада видеть. Всем привет, девчонки. Привет, Марина, Аня. Очень приятно. Для начала хочется сказать всем спасибо за вот эту такую активную работу в этом сезоне. Да, напишите, как меня слышно, видно заодно, пока я тут рассказываю. Потому что я знаю, что у нас не было вот таких открытых ДЗ, когда можно было показывать свои домашние задания. То есть многие держали это при себе. Тем не менее, по отзывам, по словам, я знаю, что делали, я знаю, что для себя какие-то моменты поиска расширяли. Да, доброе утро, слышно, видно, отлично. Потому что я знаю, что делиться в таких случаях, когда вы что-то нашли, это ваш алмаз, это ваше сокровище. Здесь действительно, наверное, не то, что жалко, не нужно, потому что это ваше творчество, у другого оно может быть в другом и так далее. То есть мы не сбиваем свою идею и идем дальше. То есть это что касается 4 первых лекций. Если вы случайно открыли эту и не прошли предыдущие, то обязательно посмотрите предыдущие 6 лекций. Они не просто в хаотичном порядке, они всегда очень закономерно расположены, и одна информация вытекает из другой. Таким образом, лучше их слушать по порядку. И если у нас есть общий чат 5-го сезона, и кто будет смотреть на ютубе, я его закрепляю в сообщениях, кто-то там уже очень у нас много людей, делитесь своими находками, делитесь своими отзывами. Этот курс абсолютно бесплатный, и вы знаете, и самое важное, что у нас как-то расшевелился наш внутренний творец, который захотел что-то делать с точки зрения своего личного творчества, а не просто повторять за другими, да? А думать о том, что же для нас важно, что же я хочу, о чем я хочу говорить, что для меня мое личное творчество, зачем оно, где люди, с которыми я могу поделиться, где та аудитория, которая меня услышит, где те выставки, на которые я могу показать, где я могу показать свое творчество, на которые я могу отправить. И, собственно, сегодня, как мне в этом мире организоваться. Вообще хочется сказать такую общую фразу, пока мы тихонечко собираемся, о том, что без дисциплины очень действительно сложно в этом творческом мире, потому что я понимаю, что творцу хочется, я художник, я хочу рисовать больше всего, честно я говорю, и мне тоже, да, внутренне. Я хочу рисовать, я хочу, чтобы за меня все делали, любили мои работы, относили на выставки, чтобы там у меня были классные покупатели, в общем, никого не хочу ни с кем общаться, буду сидеть дома. К сожалению, в реальности мир другой, в любом случае, даже если вы найдете мецената, который будет обожать ваши работы, терпеть то, что вы там где-то впадаете в творческие кризисы, и будет их реализовывать, вам придется общаться как минимум с ним, и как минимум коллекционеры захотят тоже с вами, ваши покупатели, потому что сейчас люди приобретают не только просто предмет, а через него прикасаются к человеку, прикасаются к энергии творчества, к к эмоциям, к вдохновению тому самому. То есть, по сути, мы приобретаем такие эмоции, да, через картину. И если там этих эмоций нет, а эмоции же их дает Творец,
художник, то, конечно же, многим и интересно, и важно познакомиться с вами лично. Поэтому изолироваться полностью возможно, но это путь еще сложнее, если честно, чем путь коммуникации. Вот. Хочу сразу сказать о том, что я училась и учусь до сих пор коммуницировать и с вами, вот так за счет прямых эфиров. Я за последний месяц, у меня получается много активностей, где я веду прямые эфиры, и если вы посмотрите мои первые прямые эфиры первого сезона, вы увидите, как я даже не показывала себя, и мне было очень сложно. Потом я стала появляться в кадре, и тоже были какие-то такие трудности. Если вам кажется, что с презентации себя у вас проблемы, то на самом деле они есть у всех. Никто не рождается с ощущением того, что я знаю, ну, может быть и рождается, но, как правило, тогда они очень хорошо себя самопрезентуют, но за этой самопрезентацией какой-то глубины, возможно, нету. Ну, то есть, если вы глубокий человек, вы человек сомневающийся. То есть, это очень такая, взаимосвязь большая в этих вещах. В том, что если вы думаете, вас трогают очень какие-то глубокие переживания, мысли, то, естественно, вы переживаете, а как это будет выглядеть, а как здесь вы чуть-чуть... Вы можете встать на место другого, вы можете посмотреть на себя другими глазами. И, естественно, в этом очень много вот этих психологических моментов, страха, опасения, даже вот невозможности выходить и презентовывать себя лично. То есть, но этому можно научиться. Вы можете посмотреть на меня в этом плане, и на самом деле со временем это становится легко. Но у меня, наверное, прошло года 3-4 такой активной работы, в течение которой я очень переживала, когда выходила лицом даже в прямой эфир вот так из дома. И только вот там последние несколько лет меня отпустило. Поэтому, если вам страшно также на выставках, да, это тот момент, который мне хотелось сегодня поговорить перед очень такой сухой информацией, но... Если вам страшно на выставках презентовать свои работы, это тоже нормально, да. Есть институциональный вот этот путь, когда вы отдаете это все галерею и менеджеру. Но надо понимать, то есть как раз от этого, от того, какой вы человек, будет и зависеть, какой путь может быть лучше выбрать. Если вам действительно искренне сложно с презентацией, с самопрезентацией, и вы не хотите туда идти ни при каких условиях, то тогда ищите галерею. То тогда отправляйте свои работы на open call, ищите галерею, ищите арт-менеджера, представителя, тот, кто будет вас представлять. То есть в любом случае это некое, как бы, но там есть условия, да, и об этом нужно знать. Мы об этом говорили в 4-5 лекции. Вот, что в любом случае это тоже определенные рамки. То есть говорить о том, что, знаете как, художник, он же, это тот человек, который сохранил в себе ребенка на протяжении долгого времени своей жизни. Но если мы не будем включать в себе взрослого человека, да, то есть такие, я не хочу, что вот все бы вот так вот бы со мной было, и все бы было волшебно, еще не работать, вот, то, к сожалению, успеха в этой среде очень сложно добиться, потому что это такая же работа, как и другие. Творческая работа такая же, и вот эти вот административные моменты, если у вас нет возможности, и вы не хотите по каким-то там вашим личным убеждениям идти в галерею, и чтобы там отдавать ей проценты, возможно, работать с менеджером, то тогда лучше направить свои силы и выделить свое время и энергию на развитие себя, развитие речи, развитие коммуникации, возможно, на какие-то, я не знаю, есть ли такие, возможно, есть, я думаю, есть. Сейчас курсы какие только угодно есть. Но идите вот на театральное искусство, ну, то есть на что-то живое, не обязательно онлайн, да, там, где вы чуть-чуть себя раскроете, и вам будет уже менее страшно общаться.
это действительно будет такой большой вклад в самопрезентацию вас и поможет на выставках, поможет в дальнейшем, потому что плюс язык. Ну, это вот такие базовые моменты, потому что язык очень сильно помогает выходить на международные площадки в любом случае. Я понимаю, что время сейчас непростое. Тем не менее, работы отправляются разными способами. Там, в конце концов, вот сейчас Дубай очень популярное направление. Есть Арт-Дубай, есть Арт-Анкара, Турция, Дубай. И это тоже международные. И не всегда с вами, возможно, сможет поехать какой-то человек, который будет вам переводчиком, и теряться. Ну, то есть вся Азия сейчас активная для нас, и тоже язык, хотя бы английский язык, он очень сильно помогает. Я просто сейчас даю такие банальности, возможно, вам покажется. Тем не менее, я понимаю, что когда вопросов много, и в голове их действительно много, какой-то план направлений, он может чуть-чуть сориентировать и успокоить наше вот это вот бьющееся сознание, в котором еще и творчество куда-то надо уместить. То есть и здесь я творец, и еще куча администраторской работы. Поэтому я сегодня решила в завершении немножко об этом поговорить. Поверьте, мне далеко не просто, то есть вот наша вот эта работа как творца, она часто занимает из 100% времени всего там, не знаю, 20-30%, а все остальное занимает вот это как раз самопрезентация, администраторская работа, то есть это даже если это делаете не вы, даже если это, очень приятно всех видеть в эфире, даже если это делает ваш менеджер, то есть все равно это съемка работ, вам туда их нужно привести, вам нужно это оформить, необходимо все это выложить на ваш сайт. Мы говорили в прошлом эфире о самопрезентации через сайт, через соцсети. Вам необходимо это курировать, отвечать на вопросы. Даже если у вас помощник, который ведет аккаунт и отвечает на вопросы, но он-то коммуницирует вот в этой первой очереди, а дальше он передает вам входящую информацию, которую он отсеивает, и вам нужно уже решать и все равно включаться в это. Вот. Хотите вы на это сотрудничество подписываться или не хотите, и так далее. Хотите на эту выставку отправлять или не хотите. И вот эти моменты, CV, портфолио, да, и так далее. Вот сегодня это юридический аспект продаж и договоров. И здесь тоже очень много той работы, даже если вы ее делегируете отчасти, тем не менее, частично вам необходимо будет в нее включаться. И да, к сожалению, у художника, вот после первых 4 серий вот этих про творчество, я понимаю, что следующие, они такие немножко не такие веселые, да, но важные, потому что успех, он вот в этом финале, не в том, что вы классное придумали, если вы это не реализовали. Если вы это просто придумали, оно в вашей голове, то, знаете, через какое-то время это реализует кто-то другой. Если вы это... И вы будете такие, это я вот там вот был. Вот, и очень важно доводить до конца начатое. И вот тут вот уже дисциплина. То есть дисциплина для художника супер важна. Всех художников, которых я знаю с точки зрения успешной работы, скажем так. Это не только продажи, это и институциональная деятельность, там, где есть выставки, это какая-то самопрезентация, это работа с аудиторией и так далее, они все очень большие трудяшки. То есть это большой труд, и это каждодневная работа. Поэтому, как сказать, надо знать, я вас не пугаю, вы не думайте. Просто надо понимать, на что мы подписываемся. И если вы не доводите до конца важное, самую крутую идею, не доведенную до конца, и вот недоделанную, ну, сделает кто-то другой. Поэтому, чтобы ваши ценные, классные идеи не терялись, вот эти аспекты, которые в 5-м, в 6-м и в этом уроке, да, такие вводные, очень важно знать, понимать, доводить, доделывать. И как бы не было неприятно, мне тоже супер не хочется читать договора, садиться.
Очень не хочется что-то такое делать. Тем не менее, я понимаю, что от этого будет зависеть и мое будущее в этой роли как художника, ну и в целом спокойствие, спокойствие. Ну что ж, давайте переключимся на стол традиционно. Так, сейчас я все настрою. И мы будем с вами сегодня записывать немного, а в конце, если у вас будут вопросы, то, пожалуйста, тоже их подготовьте, и я с радостью постараюсь на них ответить, если моя компетенция в этом будет. Так. Очень приятно. Ну что ж. В прошлых эфирах были вопросы, и я, знаете, так как у нас с вами живой формат, я все-таки стараюсь догонять, добавлять, так скажем, те ответы на те вопросы, которые вы в процессе задаете. Поэтому давайте вот на этом продолжим. Это тоже так. Ну, давайте напишем продажи и юридический аспект. Это тема нашей лекции, такой небольшой, не скучной, я надеюсь. Правда, я сегодня говорю про скучный, потому что я когда готовилась, я такая понимаю, что даже я не люблю. Тем не менее. Это сертификат аутентичности. Что это такое? Я тут придумала прикольное сравнение, когда меня спросили, а нужен этот сертификат? Это, по сути, бумажка, вот она у меня тут, к сожалению, не в самом таком супервиде, но не успела распечатать другую. Значит, это сертификат, который вы даете вы лично, который позволяет покупателю знать дополнительно о том, что это является вашей оригинальной картиной, не принтом. Если это является принтом, вы можете точно такой же выдавать и писать, что это принт, да, чтобы не было сомнений. В целом, сертификат аутентичности очень похож, но хорошее сравнение, на чехол от брендовой сумки. То есть, в принципе, сама картина уже является этим сертификатом, то есть сама там, не знаю, сумка, да, то есть ценитель, он точно поймет, плюс на картине есть подпись. Но это как красивая упаковка, которую вы предоставляете, и она помогает тем, кто в дальнейшем, возможно, будет перепродавать или как-то еще не настолько близко знаком с творчеством, собственно, презентовать другому покупателю, возможно, да, доказать ему эту оригинальность дополнительным способом, скажем так. Вот. Обязательным ли он является? Нет, не является обязательным для продажи. Обязательным, как мне кажется, является это оригинальность вашей работы и подпись, и договор, о котором мы будем дальше говорить. Тем не менее, этот сертификат неплохо бы, если он будет. Обычно он включает такие пункты, что вы описываете, да, что это является, да, ну, данное, да, то есть обычно, давайте так, художник, ну, то есть кто, да, подтверждает, что эта работа является его авторской оригинальной работой. И обычно и не является культурной ценностью. Сейчас объясню. Значит, это в свободной форме. Вы можете перефразировать. Это суть, которая здесь должна быть, вы можете перефразировать, да? Как-то, как на ваш взгляд, это является наиболее красивым, наиболее содержательным. Здесь лучше, чтобы это было на английском. У меня на английском и на французском. Ну, вот так получается, потому что
много моих выставок непосредственно во Франции были и в других европейских странах. И во Франции любят, когда есть французский язык. Вот и все. Дальше. Обычно это название, да, название, медиум, техника, год, размер, цена, может быть, да, дата, подпись. Ну, это то, что содержит обычно, да, в свободной форме. Почему я сейчас не даю какой-то конкретной? Потому что потом это очень странно все выходит, когда все делают одинаковые вот эти копии сертификатов и так далее. То есть хорошо, если у вас есть какой-то ваш там экслибрис, если есть какая-то подпись, печать там художника, не знаю, что это для кого значит, но кто-то делает для себя такой китайской форме и ставит эту печать на работу, и можно ее тоже сюда поставить. В общем-то и целом это так не является таким настолько официальным документом, но тем не менее мне, например, помогало при отправках. И, так как акварели отправляются легче гораздо, то есть они заворачиваются в тубус и отправляются как постер, отправляется более таким легким форматом, нежели короб, если вы отправляете маслом, то я тогда кладу обычно вот такой сертификат. Если тут сразу будет много споров, ссоров и так далее. Кто-то оформляет документы официальные на вывоз, кто-то не оформляет. Есть организации, которые этим занимаются. Сейчас от 5000 рублей, собственно, на вывоз. Если ваши картины условно стоят, там, не знаю, 10 000 рублей, еще 5 стоит вот это, покупатель не согласен, допустим, добавлять, то, естественно, вы отправляете на свой страх и риск. Скажем так. Вообще, в целом, даже официальные документы, по моему опыту, не всегда останавливают от того, чтобы на таможне вас не остановили, не проверили и не вернули обратно. Такие случаи я тоже знаю. Поэтому по-хорошему официально оформлять хорошо. Если ваша работа, она ценная, то официально правильное оформление, оно, естественно, вам, по крайней мере, даст больше каких-то гарантий, возможно, страховок и так далее. Да? То есть это официальная оценка, это вот такие моменты. Если вы хотите сэкономить на каких-то моментах, то на свой страх и риск, но мы понимаем, что вот есть различные почты, Артпочта есть такая компания, и она отправляет официально, оформляя, помогая в оформлении документов, помогая вот с этими документами на вывоз. Давайте здесь это от вас, от художника. Для части европейских стран вот мне этого было достаточно, потому что они смотрят вот этот документ от меня. В принципе, они не знают часто формы документов от официальных инстанций, в том числе. Самое главное, что они понимают, что это такое, и на таможне чуть легче, возможно, к этому относятся. Тем не менее, и с такими документами, и с официальными могут завернуть. Это, знаете, такое. То есть гарантии, давайте так, гарантий в мире вообще нет никаких гарантий. Поэтому, да, можно сказать, что официальные документы на вывоз, я здесь тоже напишу. Они платные. Есть разные компании, оформляющие их. От 5000 рублей сейчас стоят и больше. Там в зависимости... Напрямую вы обратились и будете сидеть в очередь. Компания вам помогает оформить эти документы и так далее. Вот. Я честно говорю, что вот в этом случае я использую чуть проще. Тем не менее, если отправлять какую-то большую картину, которая стоит 200-300 тысяч рублей, то, пожалуй, я все-таки вот этот документ на вывоз оформлю. Лишним не будет, в общую стоимость сильно не повлияет. Тем не менее,
ну, как минимум, чуть-чуть, может быть, меня успокоит. То есть в данном случае с вывозами все непросто. Это такая история сейчас особенно сложная. Давайте перейдем к следующему, более такому важному. Если мы, скажем так, вывозить никуда не собираемся, отправляем по России, то мы вполне можем вот этот сертификат на русском языке приложить для покупателя, можем не прикладывать, подписать работу и так далее. Но обычно это красиво, когда вы еще какие-то открыточки, что-то подпишете, что-то в подарок положите, это хорошо. Значит, что касательно таких базовых вещей, и здесь я буду писать самозанятость и ИП, да, скажем так. Я, конечно же, то есть, и я тут вот скажу так, мне моя тревожность и мое внутреннее психологическое состояние, оно дороже очень многих вещей, чем потом. Тут есть у нас и 115 ФЗ, когда вы получаете денежные средства, и даже после чего-то вас могут проверить. Поэтому вот оформление себя официально, оно очень сильно, конечно, помогает. Если вы работаете непосредственно как художник и продаете свои картины, я рекомендую оформляться. Чем раньше это сделаете, тем лучше. То есть платить налоги. Честно, плати налоги, живи спокойно, серьезно. Потому что особенно в последнее время все, проверки ужесточились. Если вы думаете, что вас это как-то не коснется, у меня вот нескольких друзей моих коснулось, и потом пришлось объяснять, откуда денежные средства там в течение полугода до этого времени. То есть я вас не пугаю, просто это факт. Значит, и здесь, да, скажем так, то есть самозанятость вообще сейчас можно оформить внутри банковских приложений. Ну, там у Тинькова я знаю, что есть. Ну, то есть достаточно просто. ИП также оформляется в налоговые. Я была в налоговых сейчас, это нормальные конторы стали. То есть это все достаточно быстро делается. То есть можно посмотреть, да, как по оформлению на сайте налоговой. Я ИП с 2015 года уже. То есть это сколько сейчас? 10 лет. 10 лет. 10 лет, и сейчас стало еще проще, если вы боитесь, что там как-то это все сложно. Из плюсов самозанятость в том, что все-таки процент меньше, то есть я, в принципе, вот у меня УСН 6%, то есть это с доходов. Для художника, наверное, это такая база, если у вас самый простой способ. Вот. Также преподавательская деятельность по патенту. Вот. Значит, самозанятость здесь меньше. Вы можете выбивать чеки. Вот все через приложение. Сейчас все стало просто. Я призываю вас просто не пугаться. То есть вы также выбиваете чек, отдаете человеку и спите спокойно. Значит, ИП сейчас вообще тоже стал единый налоговый счет, куда не надо авансовые платежи делать и так далее, и так далее. То есть вы просто переводите все на единый налоговый счет и, собственно, раз в год это все снимается. То есть сейчас вот в 2023 году было приблизительно там 45 с копейками тысяч. Это обязательный платеж, это пенсионное страхование, медицинское и пенсионное. В общем-то, это обязательно то, что нужно заплатить, даже если у вас нулевой доход. Это вот что по самозанятым, по-моему, лучше, так сказать, по-моему, там такого нету, но лучше посмотреть внимательнее, да, то есть сейчас очень много моих коллег, всех, кто оформляет самозанятость, потому что все-таки там проще. В моем случае, почему ИП и почему
мне проще, потому что есть магазин продажи, есть также площади, то есть сейчас это галерея «Культ», потому что галереи, очень многие площадки и вообще аренда помещений, она не производится для самозанятых, она производится для ИП, поэтому вот здесь вот этот момент. Также сейчас очень многие договора сотрудничества, да, то есть договора сотрудничества, там, рекламы, амбассадорство, ну, условно, сейчас я про него расскажу. Оно все идет через, да, самозанятых, ИП и так далее. Очень мало сейчас что-то... то есть если раньше художники чуть так как бы легче было, то сейчас все как в официальных работах, и все заключаются уже... И просто где-то могут сказать, что вот, ну, вот что-то как-то вот мы не хотим с вами как с физлицом, потому что мы компания... То есть ужесточились правила с точки зрения самих компаний внутри, и, соответственно, на сотрудничестве с внешними, да, с подрядчиками, так скажем, тоже эти правила стали... слово забыл, прошу прощения. Эти правила тоже стали также работать, да? Поэтому здесь вот этот момент... Я понимаю, что обычно возникают такие вопросы, сейчас вот вопросов, кстати, нету, но такие вопросы, ну а если я вот одну картину там продал, вот что мне, сразу самозанятым или ИП становиться, или что такое? Здесь вопрос, насколько вы планируете дальше в этом работать. Если вы сейчас продали одну картину и планируете дальше продавать, лучше зарегистрироваться. Вот. Будет оно там, посмотрите, взвесьте за и против, посчитайте, изучите. Я вас призываю просто изучить самому, это не так страшно. И правда, все гораздо проще, даже чем было 5 лет назад. Абсолютно. Это может любой человек с образованием 11 классов легко освоить. Вот, поэтому... Сейчас вообще все через телефоны, через приложения. Я вот 1 раз в год сдаю декларацию как ИП, и вот все оплаты вот через один счет. То есть туда загоняются, как вот, знаете, как виртуальный кошелек. Туда вот они вот загоняются эти деньги, и он в соответствии с поданными документами уже служба списывает их и так далее. Но также, да, допустим, вы можете терминалы какие-то подключать для оплаты, если вы работаете на выставках, ярмарках и так далее. Потому что, в принципе, могу сказать, что ситуация ужесточается. И с точки зрения того, что, ну, 1-2 продажи, возможно, вы проведете, чем дальше вы будете в этом работать, тем, ну, сложнее. Будет просто сложнее. Как раз хотела задать вопрос, но уже услышала ответ. Как всегда, нужные советы от вас. То есть, ну, в рамках там, знаете, небольшой суммы, там, наличными несколько раз, я думаю, что там своим друзьям это нормально. Но если вы планируете деятельность вести как художника, я знаю очень классных, известных художников, самозанятых. И они вот лично мне продавали работы. И тут же сразу, открывая телефон, здесь же выбивают мне чек. Тут же на ярмарке мне его как бы отдают, пересылают там в WhatsApp. И все. И все. И да, у нас, кстати, в этом плане, ну, как бы еще такой... процент нормальный. Вот. Я тут понимаю, насколько, даже посмотрев у других коллег за рубежом, какой процент есть СП и самозанятости, там на самом деле все гораздо сложнее. Вот, поэтому, естественно, если вы только начинаете, рекомендую самозанятость, заодно с этим ознакомиться, заодно с этим все почитать, посмотреть. Потом, если у вас там обороты выше или там людей больше и так далее, вы уже какую-то аренду на себя берете, то часто, да, это ИП, это уже чуть более такая серьезная история. Вот, тем не менее,
Значит, сюда перейдем, да, что такое, что в целом сейчас даже компании, вот с которыми я сталкиваюсь, ну, и это хороший тон, скажем так, любая серьезная компания будет хотеть с вами договор заключить. То есть, скажем так, если вам кто-то, вот, знаете, смотришь сейчас всяких YouTube-блогеров про инфо-цыган и тому подобное, и там перекинь денег на карту, и вот это все мошенничество. Это мошенничество в сложные времена, ну, сейчас они непростые, оно увеличилось. Поэтому, если вам пишут там в Инстаграм, где-то в запрещенной нашей соцсети, и в которой мы сейчас... Вот, и в других остальных, что давайте мы сейчас вам вот тут быстро перешлем. Или не дай бог еще там NFT, я хочу за бешеные бабки купить NFT у вас. Вот, это тоже случай мошенничества и так далее. Официальные все компании, с которыми с вами хотят сотрудничать, во-первых, они после даже знакомства через соцсети, они напишут вам, ну или вы им напишите вашу почту, да, или они ее запросят и напишут вам на почту, и напишут официальное обращение, и всегда это есть какие-то договора. И вот тут момент, с которым вам придется столкнуться, если вы серьезно все-таки хотите работать не с маленькими заказчиками, да, и заказы серьезные, они всегда это договорные обязательства. Я правда рекомендую консультацию юриста или найти юриста, который, ну, может быть, из ваших знакомых. У нас у всех, если честно, там одноклассник, еще кто-то, то есть не обязательно какого-то прям вот, знаете, супер дорогого юриста, да, находить, но какого-то знакомого юриста, которому вы доверяете, да, юрист, он вам очень сильно поможет. Потому что в данном случае я просто говорю вам про введение в эту информацию. Информации очень много, договора будут разные, договора нужно читать. Читать и изучать. И вот здесь я про почему важность этого юриста, юрист, знаете, на короткой ноге, да, вот прям юрист, которому вы можете написать с вопросом. Если такого совсем нету, ни у знакомых знакомых есть юридическая консультация. Но он понадобится, потому что в договорах сотрудничества совершенно есть разные и, возможно, часто не устраивающие вас пункты. Если вы будете к этому относиться легко, то я сейчас вас немножко понапугаю, да, потому что там могут абсолютно, например, вот у меня был такое в договоре, что я могу работать онлайн только с одной, и это единственной онлайн-школой, например, вот. Такое. Потом мы вычеркнули этот пункт. Но тем не менее, и это вопрос не к тому, что это вопрос к юридическим аспектам. То есть договора должны быть с каждой стороны интересны. Договор – это не что-то ужасное. Давайте вот здесь запишем. Договор. Потому что очень много вот этой, знаете, такой детской сразу включается истории, такой немножко инфантильной, но что делать? Такой, о нет, договор, это что-то страшное, это что-то вообще нет. Нет, договор закрепляет. По сути, закрепляет за обоими сторонами, за обоими, это на стене, да, сторонами, то, о чем они уже договорились. Вы всегда можете оспаривать договор или его не подписывать. То есть, если там какая-то кабала, в которой вы должны до конца своей жизни работать только с этой компанией, такие тоже есть, поверьте. Ну, то есть это вот эти односторонние, которые присылаются вам, и вы тут должны сказать да или нет. И очень часто они даже не предусматривают внесение правок. Но если у вас есть свой юрист, как правило, он, ну, такой вот, да, на короткой ноге, вот, то он вам подскажет. Возможно, вы направите какую-то вопросы с справками, и та сторона рассмотрит их. Если нет, то такой договор просто не надо заключать, потому что вот договора сотрудничества, они есть также и с галереями, да, то есть вот здесь мы давайте посмотрим, да, то есть они есть с галереями.
И мы в прошлый раз с вами говорили, что есть договора, в которых эксклюзивные, не эксклюзивные. Вот у меня не эксклюзивный договор с галереей, есть, не с моей. Тем не менее, там список картин, которые я не могу продать дешевле, даже не могу на них сделать скидку, чем галерея. То есть там вот конкретные работы. Если это продает галерея, то она забирает 40% от продажи. Если это продаю я должна информировать не позднее, чем определенное число. Если нет, то есть там неустойка. Это финансовые обязательства. Во взрослом мире, в реальном, они присутствуют. И без них никак. Эксклюзивные договора, и вот здесь тоже надо очень важно вообще это все читать. Они могут быть совершенно, они могут быть очень удобные для вас, а могут быть неудобные. Если вы ни с кем не консультируетесь, и вы просто его открыли, давайте так, если нам нужен зубной врач, мы идем к специалисту. Если нам нужен врач-кардиохирург, мы идем к специалисту. Да? Это очень важные для нас вещи. Если нам нужен кардиохирург, а мы идем не знаю, к кому там, врач, занимающийся лечением животных, да, то, наверное, такой точной консультации мы не получим. И вот тут тоже рассчитывать на то, что вы специалист в этой области, не стоит. Скорее всего, вы не специалист, даже если у вас большой опыт. У меня достаточно большой опыт с договорами еще с моей инженерной работы. И так как я проект-менеджером работала, и все непосредственно договора, они проходили через меня, и я очень много с юридическим отделом работала. Тем не менее, то есть читать договор я могу, но у меня есть юрист, к которому я обращаюсь, он в моей команде. И я пишу по вот этим вопросам, потому что я что-то могу просмотреть. И эта ошибка будет просто дорогой. Потому что эксклюзивные договора с галереями, они, например, могут выглядеть так, что вы в них не можете продавать, ну, то есть вы, например, не можете работать или сотрудничать с кем-то еще на территории там, Российской Федерации. Если вас это устраивает, окей. Если вы просмотрели этот пункт и через там какое-то время скажете и кому-то продадите работу, вы получите, ну, неустойку, да, и вам придется ее оплачивать. В общем-то и целом, ну, все зависит от условий договора. Но моя здесь задача вам просто объяснить, насколько это действительно важно, потому что иногда, и я знаю конкретные случаи, когда при расторжении эксклюзивных договоров раньше там, срока необходимо было там, возвращать денежные средства и так далее. Вот, поэтому отнеситесь к этому серьезно. Точно так же амбассадорство. Сейчас амбассадорства как такового активно в России нету, скажем так. Для тех, кто это будет смотреть из среды не художников, среды слушателей, часто почему-то у меня прям, знаете, сейчас моя личная боль, которую я скажу, озвучу. Читаю где-то, прям иногда мне плохо становится. Вот, человек говорит об этом материале, и значит, они платят, значит, много денег получают, поэтому рассказывает. Поверьте, друзья, сейчас амбассадорства за деньги, за зарплаты практически нету. И если это есть, то этого очень мало. По большей части, в самом лучшем случае, это работа художников за еду. То есть, когда дают материалы, и надо еще делать обзоры, снимать видео, делать огромное количество работы, это очень тяжкий труд, и в этом амбассадорстве, и еще потом тапки прилетают со стороны, что вот вы рассказываете об этих материалах. А как рассказывать о том, что появляется? А как по-другому? Вот у нас нету, по телевизору не показывают так сильно, да, там какие материалы появились, какая бумага хорошая. Как производителям этим делиться? Конечно, они находят художников, экспертов в этой сфере, отправляют материалы и так далее. Но если раньше были вот эти истории еще в 2019 году,
когда платили зарплату за амбассадорство, то сейчас, поверьте, это все, рынок очень сильно упал, все стало гораздо сложнее, и вот этого вот контракта, в котором ты получаешь классную зарплату, рассказываешь про материалы, у художников нету. И в лучшем случае это сотрудничество за материалы. Точно так же я для спонсорства, да, нахожу, для поддержки, нахожу материалы и компании, которые готовы просто на таком добром отношении просто поддержать, потому что я понимаю, что это такое очень условное, это даже рекламой не назовешь. Вот, потому что сейчас всем реально сложно, и все стараются через живые руки живых людей знакомить с новыми материалами. Если я понимаю, что народу и всем вокруг тяжело, и очень много сейчас и злобы, и негатива, но тем не менее просто хочу, чтобы вы знали, что каких-то там больших денег в амбассадорстве, да даже никаких денег в амбассадорстве нет. Вот. Тем не менее, договора присутствуют. Договора присутствуют, в которых также, например, художник обязуется, получая там вот столько-то материалов, возможно, да, там, записывает для компании 3-4 обзора видео. Возможно, для их личного пользования. То есть даже не для пользования на широкую аудиторию, а для того, чтобы устранить какие-то ошибки. И это тоже есть. Вы об этом, может быть, не знаете, но это происходит, потому что иначе компании тоже меняют, рембрендятся, меняют составы красок, улучшаются. Да, этот процесс не вот так вот, не по щелчку пальцев, не за секунду происходит. Но он происходит, и тем не менее это большая, длинная такая работа, да, большая работа внутри процесса. Поэтому это вот такие моменты, в которые очень важно понимать, что вам, скорее всего, этот юрист понадобится. Так, если у вас есть вопросы, задавайте сейчас как раз чуть-чуть. Я вижу, как нас много. Тем не менее, кто-то залетает, вылетает. Ну, напишите, вы там здесь, слушайте меня. Вот. Угу. Ну, с этим, я говорю, придется познакомиться. На самом деле, то есть здесь суть в том, чтобы, еще раз, юрист поможет вам правильно изучить договор. Он не скажет вам, ну, как правило, он может сказать, что-то как-то мутный договор или вот что-то вот это, и подчеркнет те пункты, на которые стоит обратить внимание, с чем вам важно ознакомиться, о чем вам важно знать. Что, допустим, вы записываете онлайн-курс, и через и в течение 5 лет не имеете прав на этот онлайн-курс больше. Но компания, с которой вы ее записываете, может продавать его в свободной форме. То есть даже если вы там уйдете, компания продолжит продавать. И вы тут решаете, согласны вы сейчас на эти условия или нет. Потому что, ну вот, необходимо с этим совсем сталкиваться. Да, мы слушаем, да, материал надо подумать, изучить, очень полезно и интересно. Спасибо, что написали. Ну, я так пингую вас немножко, мне приятно. Вот, поэтому говорить о том, что у художника, да, давайте просто вот так прям пропишем, что у художника, ну, не нужно ему сталкиваться с договорами, нужно. То есть какие договора могут быть, да? Это, например, на ведение, то есть варианты сотрудничества. Мастер-классов и онлайн-курсов. Давайте там амбассадорство, я его так назову. Или работа с арт-компаниями. Сотрудничество. Вот я даже вела с обществом знаний на Артраше в прошлом году эфир, и то я подписывала договор. То есть о там определенных моментах. Так.
Да, давайте там реклама, да, то есть реклама. Сейчас еще и у нас по рекламе вышли отдельные положения, стало все еще сложнее и непонятнее, поэтому тоже с вами могут там заключать такие договора на рекламу, и тогда выдают уже определенные, ну, то есть я знаю конкретных тоже блогеров, художников, кто заключает и договора, и сотрудничество по рекламе, и рекламирует различные платформы, тогда пишется вот этот e-grid и определенный номер, да, у нас в углу нашей фотографии или под постом и так далее, когда это реклама платная, за которую платят. Тем не менее, это все договора. То есть, что у нас еще? Да, конечно же, это галереи, да, то есть галереи, это эксклюзивные, не эксклюзивные. Далее, участие в выставках больших. Это тоже договора. То есть, что кому, когда предоставляется, какая площадь, что вы можете делать сами на этой площади, а что вы должны делать от застройщика. Если вы не читали, то вас реально может сильно удивить в конце, что, например, за порчу стенда или что-то такое вы должны будете заплатить кругленькую сумму, а вы уже там хотите уйти радостные после выставки. Тем не менее... Купли-продажи мы сейчас чуть позже перейдем. Ну, то есть это вот такие базовые, да, моменты. Так. Сейчас смотрим. Думаю, тема интересна не только в художественном направлении. Да, Лена, очень согласна. Прям. Чтобы выставиться в галерее, к примеру, небольшой, нужно оформлять ИП или самозанятость. Вы можете как физлицо, если сама галерея согласится с вами, как с физлицом работать. Тут вопрос не только в том, как вы хотите. Тут вопрос в том, как... компания, которая вас принимает, возможно, очень многим. Я вообще в целом рекомендую как минимум самозанятость сейчас. Всем правда. Правда, вы будете чуть спокойнее себя ощущать в этом. Вам никто не мешает. Вот смотрите, давайте так. Если вы оформляете ИП или самозанятость, вы оставляете за собой себя как физлица. Ну, то есть вы оставляете за собой возможность, ну, то есть если я, смотрите... Сейчас просто на простом примере. То есть ИП или самозанятость не значит, что вы остаетесь как физлицо. Просто, сейчас будет понятно, если я покупаю машину, то я покупаю ее как физлицо. Я ее не в компанию покупаю, я ее покупаю себе. То есть покупка машины, не знаю, квартиры... Или я хочу, как я, там, Настя Кустова, заключить с кем-то физический договор, соглашение с человеком, да, вот здесь. То есть это договор какой-то, это может быть все что угодно. Но если это аренда площадей, выставки и так далее, то это здесь. И это бизнес, давайте так, все равно это бизнес. Бизнес можно, в конце концов, аннулировать. И есть, это вам юристы лучше расскажут, но я в общем-то и целом, да. И вот все вот эти вот моменты, это один ваш кошелек, это другой ваш кошелек. Но очень неплохо хотя бы начать знакомиться с этой темой и понимать, какие моменты. То есть это не значит, что если вы ИП, вы машину покупаете как ИП и все остальное в этом ключе. То есть здесь вы можете в рамках какой-то деятельности выступать как физлицо. Тем не менее, вся ваша бизнес, так скажем, рабочий бизнес, работа, да, рабочая деятельность, просто когда мы работаем не на себя, да, мы работаем на какую-то компанию, они это делают за нас. Тем не менее, там есть также 3 НДФЛ, которые платятся налоги, да, там 2 НДФЛ, 3 НДФЛ.
все это происходит внутри компании, это делает бухгалтер, это делает компания. Тем не менее, там точно так же за вас все это платится и вычитается. Вот, но вы можете, как физлицо, точно так же. Просто здесь это вы внутри компании, вы работник. А здесь вы сами являетесь этой работой. Так, образно я сейчас, очень условно. Но я, опять же, рекомендую всем все-таки на этот момент обратить внимание, потому что, еще раз скажу, у меня за последний год 5 случаев моих личных друзей, знакомых, которые после переведения вот таких вот небольших денежных средств туда-сюда и туда-сюда, им заблокировали счета по 115 ФЗ, которая говорит о том, что что-то как-то вы не туда, и им пришлось, чтобы им счета разблокировали, предоставлять договора со всеми людьми, которые им за последние полгода эти денежные средства переводили. По какой причине, что, за что, где, почему, как. Если вы этого не хотите, то как бы лучше все-таки вести деятельность официально. Вот, потому что если вы думаете, что это уже прошло и за старое не предъявят, посмотрите, что происходит сейчас с блогерами и со всем остальными. Там вот, и так далее. За налоги сейчас очень. Поэтому рекомендую задуматься, как минимум. Моя здесь деятельность лишь просветительская. Юридические вопросы вам поможет разрешить юрист. Я просто показываю, где. Так. София, привет. Настя, спасибо, важную тему поднимаешь. Я бы еще добавила не лениться и заключать договора на все. Передача работ для съемок, на выставки даже небольшие, даже акты приема передачи. Абсолютно. Сейчас вот я как раз к этому прям перехожу абсолютно точно. То есть вот уже опытный художник, уже такой значимый и известный, вам говорит тоже, да, София Елалова. Спасибо. Вот. В Артраше ФР договор заключается. Конечно. Вот такой он. Вот там вот такой, не знаю, на 40 листов, если не больше, в котором прописано, где кто за что должен, где, когда, какие оплаты, сколько, где можно на стенде что делать, что нельзя делать, что я не могу покрасить на стенде стены сама, это должен делать застройщик, у застройщика вот такой-то прескурант и так далее, когда я должна завести работы, когда не должна, за все есть неустойка и так далее. То есть все вот большие крупные выставки, серьезные, это договора. Так. Вот, поэтому это вот здесь вот, да, то есть, например, даже какие-то варианты сотрудничества, вот сейчас, да, София мне тоже подсказала, очень классно, и это, если вы, допустим, на съемки отдаете, это... Вот сейчас я тоже с этим сталкивалась как раз. Это если на съемке работ для журналов, часто, господи, что за слово-то, архитекторы и дизайнеры, да, архитекторы и дизайнеры. Вот они просят: ой, у вас такая классная картина, у вас такой классный объект, можно мы возьмем, мы не покупаем, но мы вот журнал выпускаем, мы сфотографируем в интернетах, все выложим и возьмем в интерьерах, да, все выложим. И в итоге часто возвращается вам разбитое, например, или какой-то отколот угол на картине, или, не знаю, разорвано. Вот поэтому здесь очень важно даже в этих случаях, если вы отправляете, то есть вот здесь вот акт приемки передачи, но он подписывается, что вы передали с фотографией в таком состоянии и хотите, чтобы вам вернули в таком же. Обычно эти съемки для журналов, они очень на добровольных началах, они часто не сильно оплачиваются. Есть оплачиваемые, есть нет. Об этом тоже надо договариваться на берегу. Кто за что платит, кто куда, транспортировка за чей счет, кто забирает, в какое время они вам это вернут. Потому что вы можете вот здесь получить такой момент, что вы отправите, а вам и вам нужна будет ваша картина, вы ее, возможно, уже покупателю должны показывать, а вам там через месяц или через 2 начнут возвращать. Просто по той причине, что ой, а мы что-то забыли, ой, а все. То есть вот это все, да, и не только. Я, скорее всего, что-то забыла, да. Я просто говорю, что это ИДР, это нужно
вот здесь вот договорные обязательства, да, со всеми. Читать эти договора, ознакомливаться и так далее. Сейчас мы про продажу картин поговорим отдельно, потому что это вот договора купли-продажи. И здесь я хочу сказать, что, в принципе, базовый договор купли-продажи вы можете найти в интернете. И он такой же, как, я не знаю, там, на машину, на квартиру, я условно, базовый. Но вам понадобится юрист для того, чтобы его составить. Вы один раз у юриста, продумав все пункты, составите свой договор купли-продажи. То есть вам нужна будет обязательно здесь консультация юриста для составления вот этого. Суть в том, что вот это обычно входящие требования, да, то есть это вам кто-то уже, скорее всего, пришлет. Пришлет вот такой договор, пришлет договор на амбассадорство, пришлет на рекламу, пришлет эксклюзивную, неэксклюзивную, участие в выставке, сотрудничество для там съемки. А вот это ваше. То есть то, что вы должны у себя сформировать, вы его сформируете у юриста один, хороший, и потом, возможно, там, я не знаю, будете правки вносить там раз в 5 лет или там с изменениями, какими-то дополнениями и так далее. Я сейчас рассказывать буду свои случаи и так далее. Я с большими картинами, скажем так, работаю по договорам. Потому что если работает за вас галерея, договора также подтверждают стоимость ваших работ. То есть в дальнейшем, зачем они вообще нужны, да? То есть помимо, то есть, скажем так, помимо важности условий, условий, содержащихся в договоре, они подтверждают стоимость ваших продаж. Это для резюме важно, потому что если вы думаете, ой, я сейчас там как-то из-под полы буду продавать и так далее, вы потом в институции пойдете какие-нибудь, музей и так далее, вам скажут, хорошо, а вы вот сейчас вот эту сумму откуда взяли? А кто-то вообще у вас купил, вы скажете, я за $3 миллиона продаю свою работу. А скажут, а где доказательства, где пруфы-то, где пруфы? Так вот, договора вам подтверждают тоже, если вы ведете деятельность не через галерею, а самостоятельно. То есть, что вы их реально продаете, реально вот за эту сумму. То есть, это вот ваша рыночная стоимость, так скажем. Да? Это во-первых. А сейчас буду рассказывать страшность. Значит, что должен содержать вообще договор купли-продажи, помимо того, что, помимо основных пунктов, да, то есть за какую сумму. Я не буду сейчас касаться основных пунктов, вы можете найти базовый вот этот вот в интернете. Значит, кто кому что предоставляет и за какую сумму. То есть это там, я являюсь продавцом, этот товарищ является покупателем, паспортные данные там такие-то, ведет свою деятельность как ИП, та-та-та-та-та-та. Вот, значит, договор сторон, значит, подтверждающий, что продавец продает картину, являющуюся оригиналом его там, работы, название такое-то, такого-то года выпуска, такой-то формат, бла-бла-бла, все о картине. За сумму вот такую-то, там, значит, покупателю. Покупатель. Дальше права и обязанности сторон. Да, покупатель обязуется внести денежные средства там, на счет такой-то в течение таких-то дней, там, первую сумму, если этот платеж разбит, и дальше следующую сумму, если это потом какая-то оплата, постоплата уже на месте и так далее. Возможно, это один платеж. Это все вы прописываете. Да? Но это база, которая есть везде. Но есть особенности, на которые я хочу обратить внимание, особенности именно художественные, да, то есть вот здесь вот база, она приблизительно, то есть кто кому деньги когда отдал, кто кому что передал, да, база одна.
А вот дальше особенности художественных договоров. Да что сегодня у меня как-то особенности? У нас есть свои особенности, и если вы будете брать консультацию у юриста, вы просто можете взять то, что я сейчас вам скажу, для того, чтобы, по крайней мере, он доработал с этим учетом ваш договор. То есть вашу эту рыбу. Значит, это вопросы, которые вам надо себе задать. То есть по итогам договора предоставляете ли вы права на изображение, на тиражирование, так, на экспонирование, если да, сейчас я сначала, а потом буду про каждый рассказывать, то с учетом, сейчас, дальше, здесь 2 пункта будут. Угу. Давайте вот здесь по порядку, потому что если что-то добавим. Значит, что здесь важного? Предоставляете ли вы права на изображение? Это что значит? Что вы можете их предоставлять. Я же не знаю, какой у вас договор. Вы можете, наоборот, продавать права на изображение, например. Но если вы продаете картину, вы должны в договоре учитывать этот момент, что вы продаете только вещественно вот вашу картину, вот сам объект. При этом права на изображение остаются за автором. Это что значит? Что вы можете в дальнейшем спокойно тиражировать, печатать открытки, печатать там постеры, не знаю, и продавать права на изображение кому-то другому, возможно, да? То есть, если захотите. Если вы этот пункт не пропишете, да, вот сейчас ужастики будут, то человек, по сути, может, купив вашу картину, сделать и тиражировать ее как хочет. Ну, то есть, и вы уже ничего не сделаете, как бы вы не пропишете, ну, там понятно, ну, как сделаете, в суд пойдете. Но вы очень много просто, это займет сил и так далее. У нас с авторским правом очень сложно сейчас. Поэтому, если вы можете себя в договоре обезопасить и этот момент заранее проговорить с покупателем, что как бы вот вещественно я вам продаю эту картину, но изображение мое. То есть вы его не можете здесь где-то тиражировать и как-то на нем там зарабатывать. Это вот как раз следующий пункт, да. Здесь еще не только просто изображение. Если у вас, например, скульптура. Вот продаете вы скульптуру, вот, или вы должны в это прописать в договоре, разрешено ли тиражирование этой скульптуры. А то человек, вот он, возможно, купит у вас скульптуру, а потом снимет с нее слепок и сделает еще 150 таких и будет продавать. И вы тут можете мне сказать, нет, он так не будет делать. Давайте будем жить во взрослом мире, в котором происходит всякое разное. Вот у моего коллеги сейчас случилась очень нехорошая история, там, когда взяли его скульптуру и вообще ее взяли на примерку вот здесь вот, да, и сейчас там будет суд, надеюсь, потому что это ужасно, и ее, собственно, стиражировали в большой формат и поставили там в ресторане, да, то есть это теперь украшает, то есть это абсолютно нарушение авторских прав. Так как с этим все сложно, то лучше это все прописывать. И лучше, чтобы ваша вот эта защита, она была от вас, она исходила. Кстати, вот сюда еще хочу записать интервью. Если это не ваш друг, брат, собрат, который вы точно знаете, что он вас не кинет, как говорится внутри интервью, что это потом, это же ваша репутация, то лучше тоже по договору это делать, потому что потом выйдет интервью, а там будет все перевернуто, и ваши слова будут смонтированы совсем по-другому, и все, и вы это уже с просторов интернета никуда не денете, и придется идти в суд, например, да? Вот, поэтому вот здесь вот очень важные моменты,
Что вы позволяете делать с вашей картиной, скульптурой и прочим, то есть вашим творчеством? Это вопросы. Я сейчас не говорю, как должно быть написано. Возможно, вы разрешаете тиражирование. Это вопрос самого договора. Вы просто должны здесь продумать. Дальше. Экспонирование. То есть это о чем говорит? Что вот человек купил картину, например, или купил скульптуру, ваше творчество, и дальше хочет выставить ее на какой-то выставке. Да? Вот может он это делать или не может? Или вы ему продаете для частной, как говорится, коллекции, и он не может. Вы же прекрасно знаете, что, например, картины очень известных художников, они в коллекциях частных, но тем не менее они их отдают музеям для экспонирования, да? То есть вот этот момент он происходит. Поэтому вы должны это тоже учитывать. Вот как? Вот у меня, например, написано, ну ладно, я скажу позже, как у меня написано. Значит, если вы разрешаете, то с учетом чего? И вот здесь важно, да, то есть с учетом того, что вот у меня как раз этот момент учтен, я просто его припишу, потому что он важный. Что, да, с учетом того, что покупатель не может присваивать авторство иному лицу, кроме вас, естественно. То есть, да, он может сэкспонировать эту работу на какой-то выставке. Ну, он ее купил, это является его собственностью. Но, тем не менее, сказать, что он нарисовал, или замазать надписи, сказать, что нарисовала там, я не знаю, кто, какой-нибудь Вася Пупкин или кто-то еще, он не может. Да? Это тоже важно здесь прописывать. Потому что потом вы очень сильно удивитесь, если так получится, что он купил, он говорит, ну это же моя собственность, а это я нарисовал. Все, как хочу, так и распоряжаюсь. Хочу из окна выкинул, хочу здесь на стене повесил, сказал, что это моя работа. Да. Как бы это не фантазии, это все реальные случаи, поэтому как есть. Значит, еще момент про экспонирование, да, вот здесь. Можете ли вы брать картину, давайте так, искусство ваше, да, объект продажи на ваши выставки? Это тоже надо прописывать. То есть, например, у меня там, я продаю какую-то картину за много денег, но она, не знаю, самая лучшая в моем творчестве, и я хочу, чтобы я имела право ее изымать, например, на какое-то время в году и экспонировать ее на своей персональной выставке. Если вы это не пропишете в договоре, это условие, то, по сути, вам человек скажет, а в смысле, а с чего вдруг? Я ее купил, где хочу, там и храню. Да, права на изображение ваши, возможно, но забирать я ее вам не позволю, она у меня здесь на стене замонтирована. Почему? Да? Но я знаю, есть прекрасные там... это нормальная точка зрения, об этом надо договариваться на берегу. Есть другая точка зрения о том, что да, конечно, я с радостью, наоборот, я ее вам еще и привезу и доставлю, что она еще в музее повисит там, например, да, или на какой-то выставке повисит, а потом я ее заберу, без проблем. Договариваться на берегу. Еще раз, договор – это не что-то страшное. Он закрепляет за обоими сторонами то, о чем они договорились. Договаривайтесь сначала об этом. Если вы об этом не договорились, не удивляйтесь, что будет по-другому как-то. Так. Угу. Как раз вчера были на открытии выставки Игоря Волкова, там все работы были предоставлены сейчас на коллекции. Да, вот такое бывает, но вот об этом надо тоже договариваться, да, что нет вопросов, то есть это возможно, все картины уже проданы, художник, или это картина лучшего периода. Если вы не будете думать об этом заранее, никто о вас об этом не подумает, никто вас не защитит, ваши интересы, да. Вот, это важно. Так, сейчас еще.
Угу. Картину. Вот. Еще такой момент прописывается в договоре. Я его не ожидала. Но я его напишу. Это мой личный опыт. Если покупатель, оплатив, вы сейчас будете удивлены, но это факт, не забирает свои покупки, да? Вот теперь это, знаете, как опыт, сын ошибок трудных, да? Значит, он рождает новые какие-то пункты, о которых я не догадывалась раньше. Оказывается, так тоже происходит. То есть покупатель по договору все оплатил, вы подписали договор. Картины у вас или предметы искусства у вас, вы их уже продали, они вам как бы уже, вы хотите, чтобы они уехали, потому что они занимают площадь у вас, они занимают пространство, да, надо их где-то хранить и так далее. И на протяжении, то есть я понимаю, что бывает, что покупатель не может сразу забрать, вы об этом тоже договариваетесь. Но вот у меня был опыт, когда после полугода, то есть полгода, представляете, и там крупная сумма была, полгода, ничего не происходит. После этого в пунктах моего договора написано, да, то есть после какого срока, если покупатель не забирает, то картина отгружается там на такой-то там пункт хранения, да, то есть где она хранится, и оплату уже вносит покупатель за место хранения, за вот это все, потому что иначе, как бы теоретически, может он не забирать и всю жизнь, да, и вы скажете, а что, плохо, что ли, вот он же оплатил, но вот не забирает. Плохо, потому что, во-первых, это занимает площадь, во-вторых, вы постоянно, то есть может что-то там, не знаю, произойти, вы ее перекладываете, переставляете, носите, это все. То есть вы можете даже там, не знаю, каким-то там случаем что-то задеть, и вы уже будете нести перед ним материальную ответственность, потому что это уже его собственность, да. Лучше, чтобы собственность человека уже жила у него, и он за нее полностью отвечал. Как-то так. Вот. Поэтому здесь также это можно прописать. То есть если не забирает, то в таком случае они отгружаются на какое-то место, там в течение какого срока, собственно, обязан покупатель забрать свои покупки. Вот, потому что это тоже не всегда. Бывают крупногабаритные работы, которые невозможно хранить долго и так далее. Вот. Это очень неожиданно, видите, может быть, для вас. Но, тем не менее, для меня было неожиданно. Я не знала, что так можно. Оказалось, можно. Вот. И это оказалось очень много проблем потом вызвало. Вот. Тем не менее. Вот. Также, да, в договоре обычно прописывается доставка. Здесь, то есть, кто отвечает, я уже не буду, да, писать, то есть, кто отвечает за доставку. То есть в рамках там города, в рамках страны, кто оплачивается ли она дополнительно, в какие сроки происходит доставка, там, в общем-то, да, можно даже транспортную компанию приписать, какой происходит доставка. Вот, все это, все эти пункты, и, соответственно, там обычно вот этот вот, если шапка там, она стандартная, и финал тоже стандартный, как правило, который говорит в случае неразрешения каких-то конфликтов, как они разрешаются, там, договором и по законам Российской Федерации и так далее и тому подобное. Никогда не задумывалась про договор при продаже. Чеки в ЕГЛА предоставляю, как самозанятая, в договор не заключала. Надо прорабатывать этот момент. Прорабатывайте обязательно. Здесь я говорю, почему это важно? Во-первых, как правило, именно договора подтверждают, вы чек можете себе и сами пробить, и туда-сюда деньги присылать. Договор – это подписи двух сторон. То есть они подтверждают, помимо всего, да, реальность ваших продаж. Это раз. Значит, второй момент – это действительно
вот эти условия, все более-менее художники, которые регулярно работают в этой сфере, для кого это работа, там такие жесткие правила, я вам еще очень мягкие написала, там просто все, вплоть до всех нюансов, потому что иначе потом оказывается чуть ли изображение на кружках, тиражированное где-то, и все, и потом только большие суды, вот. Настя, скажите, а как подписывается договор, если покупатель и продавец в разных городах, например? Как и в любой другой сфере вы можете прописать в договоре, что, там, не знаю, электронной подписью, вы можете скан-копию, вы можете отправкой, пересылкой оригинала. Да? То есть обычно, это вам юрист лучше скажет, но там обычно является официальная переписка по почте, да, вашей электронной почте, с договором, когда один человек подтверждает, вы вносите правки, потом вы подписываете его, там, не знаю, картинкой и так далее, это, допустим, такой электронный документооборот, и у вас это все закрепляется в вашей переписке, она тоже является официальной. Это можно прописать в договоре, что переписка и договор, отправленный в электронном виде, являются официально там заверенным. Вот. Либо с компаниями, вот у меня какая-то деловая переписка идет при отправках, когда мне потом, то есть мы вот так вот пересылаем по электронке, а потом мне присылают оригинал. Я уже подписываю, ставлю свою печать и отправляю в обратную сторону. То есть как и в другой реальной жизни, да. Вот. Так, теперь это вот прям база, которую мы проговорили. Теперь я отвечу на ваши вопросы. И еще хочу кое-что тоже добавить. Переключусь, уже больше ничего писать не буду сегодня. Так, да. Готова ответить на ваши вопросы, если я что-то не осветила. Хочу сказать еще такой важный момент, который не буду прописывать, но тем не менее. Мне один в свое время, я преподавала в Словении, и один очень такой известный славянский художник, он мне задал вопрос. И у меня сегодня какая-то путаница в словах, я думаю, вы меня простите, мозг спешит куда-то уже в дальние дали. Значит, и он мне задал вопрос: а ты фиксируешь в таблице всех своих покупателей? Я говорю, в смысле? Он такой, ну, знаешь, дорогая моя, надо бы начинать. Я вот, знаешь, через 20 лет своей деятельности начал находить новые свои картины, которых никогда я не рисовал, за большие деньги проданы. То есть к чему? Во-первых, я веду список, кому я продаю, когда продаю и что продаю. И надо начинать. Потому что потом, если вы планируете это как вашу карьерную деятельность, и, возможно, вы станете известными художниками, я очень вам этого желаю, то может начать появляться какие-то копии, дубликаты и фейки ваших работ в том числе. И опять же, ведением списка и пониманием, что вы рисовали, а что не рисовали, вы сможете это подтвердить, и в дальнейшем это вас обезопасит. Вот. Также ведение списка ваших покупателей, особенно покупателей каких-то дорогостоящих работ, это важно для того, что вы можете их приглашать на какие-то события. Это ваши коллекционеры, вы можете им какие-то дополнительные скидки, дополнительные опции предлагать и так далее. То есть вы знаете, где эти работы, они просто, знаете, такие... Отдал работу, и такой, слава богу, купили. Вот. Нет, это взаимодействие, это сотрудничество. Человек, она висит на стене, вы гарантируете, там, не знаю, ее качество, поэтому так важно задумываться о том, как все оформлено, о долговечности. Если вы хотите продавать работы за хорошие средства, обо всем надо думать и контактировать с людьми, потому что они также присылают фотографии из интерьеров, задают вопросы, возможно, рекомендуют кому-то из своих друзей и так далее и тому подобное. Вот. Сейчас тут 2 вопроса, отвечаю.
На госуслугах можно электронную подпись оформить. Абсолютно верно. Электронная подпись очень нужна, если вы в дальнейшем будете оформлять терминал. Терминал по оплате, чтобы человек там картой приложился. Без нее не оформите. Спасибо большое. Может быть, глупый вопрос, но нужны ли какие-то документы или достаточно сертификатов аутентичности, когда сам везешь работу через границу, в подарок на выставку? Если сами везете, достаточно сертификата, в принципе, не обязательно что-то такое. У меня такой большой был опыт постоянных переездов за границу и очень хорошим подтверждением. Ну, вы поймите, вот смотрите, таможенники в аэропортах, да, они работают, но они не всегда специалисты в искусстве, да, мы это понимаем. То есть они могут быть специалисты в том, как реагировать на реакции людей, но они, возможно, не разбираются во всем искусстве мира, да. Поэтому они вас спрашивают не потому, что, возможно, потому что у вас глаза бегают, да, вот. И тут вы можете просто сказать, я на мастер-классе делал, я рисовал. И самое простое, вот фотография моя там 10 дней назад, фоткайте на пленэрах, фоткайте, когда вы рисуете, фоткайте, когда с собой фотографируете работы. И все, это решает вообще все проблемы в плане там, вот я ее здесь рисовал, вот она в процессе, вот я с ней, все понятно, все, до свидания. Вот у меня так 2 или 3 раза я везла так работу и просто за 3 секунды решила этот вопрос, показав просто человеку, что это вот мое сугубо творчество. И это было понятно из фотографий. А если вы везете что-то, вы с собой не снимаете, себя стесняетесь, и все это доказать просто за 3 секунды не получится. Естественно, здесь, естественно, докажут, что это не является культурной ценностью. Просто вы потратите больше часов там. Вот. То есть не страшно с точки зрения, что ну вряд ли вас загребут и скажут, что вы там, не знаю, какой-то преступник, акварель свою везете. Ну вы просто времени много потратите на это. Зачем? Да. Все как бы решаемо. Так, вот, поэтому и с договорами, и со всем остальным здесь вопрос в том, что все решаемо. Но если вы это не предусмотрите сами, то, возможно, вы столкнетесь с какой-то ситуацией, которая займет у вас больше времени. Да? Суды, там еще что-то, да, это все случается, и действительно, как бы, заключение каких-то вот этих вот договоренностей и сложностей, но если вы себя подстрахуете, это забота о себе, любовь к себе, да. То есть очень важно просто не забывать об этом. Если вы сами о себе не позаботитесь, то никто в этом ключе о вас не позаботится. Благодарю, Анастасия, информация супер полезная и важная, очень приятно, очень интересно и полезно. Вася, привет, спасибо. Да, потому что здесь, ну, нам кажется, что вот творчество, оно как-то сильно отличается, что вот как будто бы это есть везде в реальном мире, кроме, а вот в творчестве все такие бабочки, единороги и все остальное. Да, только потом просто почитайте, что сейчас там происходит с точки зрения, кто-то взял чье-то изображение и на нем миллионы сделал, а бедный художник там сидит и вообще и знать не знает, и так далее. И такого много. Давайте уже, раз мы живем вот в этой реальности, связь не терять и как бы понимать, как нам, в общем-то, с этим работать. Все интересно, очень полезно для жизни. Спасибо. Мне, Анна, очень приятно. Я стараюсь делиться, и в первую очередь это мой опыт. Да? Естественно, какие-то тонкости вам подскажет юрист. То есть я здесь не юрист, и я только говорю, у меня есть свой юрист, с которым мы работаем по всем этим вопросам. Вот. Тем не менее, я рекомендую еще раз, если найти из возможных, для базовых договоров купли-продажи вам подойдет совершенно, ну, там, я понимаю, что юристы тоже люди разные, в плане, там есть и судебники, есть и кто договорами занимается, договорники и так далее, так далее, так далее, но, в принципе, любой юрист, ваш знакомый, базово вам поможет с консультацией или прочитать договор и сказать, где, что там нехорошо. Со временем, возможно, вы обзаведетесь более профессиональной консультацией, вот. Но, тем не менее, это ну, неизбежно.
Потрясающий эфир, мне как юристу крайне интересно. Ой, ну это очень приятно. Вот. Я, по крайней мере, видите, топлю за вас. Топлю за то, что художнику очень сильно это нужно. Вот, потому что, ну вот потому что это такая жизнь, да. Тем не менее, этого не стоит бояться. То есть не стоит, о боже, что это какие-то договора, вот сейчас искусство вот тут наговорило, и что мне завтра, куда мне бежать, все. Ну, вы за раз все не сможете, да, вот это вот все, объять необъятное, неважно. Я уже вот 10 лет как ИП работаю, и, естественно, меня первые разы, даже с 2 высшими образованиями на тот момент, я такая, и сердце замирало, я, знаете, как просто как этот, вот, но все познается со временем постепенно, и дайте себе на это время. Совсем можно разобраться. Если что, можно спросить консультацию компетентного специалиста. Тем не менее, не отгораживайтесь от этого, потому что это ваша защита. И это то, что поможет вам в этом мире получать наиболее выгодные сотрудничества для себя, наиболее интересные. Вся работа с институциями, с музеями, галереями, со всем остальным, это юридический аспект там тоже присутствует. То есть только на небольших каких-то маленьких площадках и несерьезных этого не будет. То есть, понимаете, если вы в это не пойдете, то вы как бы себе отрезаете серьезность работы. То есть любая серьезная работа уже требует хотя бы базово понимать, что это часть, и не отгораживаться от этих вопросов, да, а понимать, как их можно решить. Спасибо большое, Настя, я даже не задумывалась об этом по жизни. Да, я знаю, что вот многие художники даже приходят ко мне там с этими вопросами, ну, вот лично мы с кем-то общаемся, и это действительно... Поэтому я включила эти вопросы вот в последнюю серию сезона. Я знаю, что до нее, возможно, дойдут не все, тем не менее, она важна для тех, кто дальше будет свою карьеру развивать. Вот. А даже если вы не будете развивать, ну, тем не менее, хотя бы знать об этом и понимать, как все устроено, ну, было бы неплохо. Вот. И какие-то моменты, ну, даже по жизни что-то поможет, я надеюсь. Вот. Так что давайте вопросики. Если нет, то мы на сегодня будем завершаться. Вот, потому что, естественно, тема глубокая, и там просто мы вот в последние месяцы разбирали тему рекламы и тоже вот все, что изменилось вот в этом правовом поле с юристом, и даже у меня там было много очень вопросов. Тем не менее, то есть все время что-то новое приходит, что-то меняется, и нужна вот эта консультация, нужно разбираться. Вы не обязательно должны быть в этом компетентны сами. Но хорошо, если у вас рядом под боком есть специалист, у кого вы можете спросить, проконсультироваться и уже так этого не бояться. Спасибо большое за эфир, очень полезная информация, расширяет кругозор. Спасибо. Вот, друзья, даже немножко так грустненько. Продажи за границу имеют свои особенности. Татьяна, здесь, наверное, да, по продажам за границу сейчас сложнее что-то сказать правильное, потому что... По сути, я всегда оформляла сертификаты аутентичности, вот, возможно, какие-то тоже такие личные договора были. Если это русскоговорящие, то вообще нет проблем, да. Вот. Тем не менее, если вы сотрудничаете с галереями за границей, это точно так же будут все равно договорные обязательства. Поэтому иначе вот мы опять возвращаемся к прошлому эфиру, когда у вас там, не знаю, как я говорила про выставки, какая-нибудь подпольная выставка в Лувре или где-нибудь в Венеции, вас надули, а там вообще и выставки-то нету. То есть, естественно, чем серьезнее платформа, тем больше вот этих юридических особенностей будет. Вот. Это, кстати, тоже очень хороший будет показатель вам того, что плюс-минус хотя бы эта контора серьезнее, чем другие. Но договор тоже надо читать, потому что иногда в договоре может такая бельберда быть написана. То есть они его там, допустим, вышлют, чтобы что-то сделать, а там вообще какая-то фигня.
Так, про справка по оценке искусства, я уже про это говорила, не буду сегодня повторяться. Вот, это было в начале. Спасибо за эфир и 5-й сезон. Очень логичное и полезное продолжение. Спасибо, Аня. Ну, конечно, мне кажется, что вот мы сначала решили... То есть первое, да, я боялась, конечно, про эту коммерцию всю говорить, но тем не менее, она никуда не девается. Но мы, заметьте, про нее говорили в конце. То есть мы не говорим, я вообще не тот человек, который там продажи, продажи, продажи. Если у вас нету творчества, что нету? Вот этой сердцевины, то уже про это дальше говорить не стоит. Поэтому 4 серии мы говорили про то, про что ваше творчество, про что вы хотите рассказать, что вы хотите донести, какая ваша вообще глубокая в этом мысль. А вот когда это есть, то тогда, да, необходимо доделывать и доводить хорошие мысли, хорошие произведения искусства до финала, чтобы вам уже было... Чтобы все было, так, знаете, закольцовано, органично и завершено. Так. Вот, поэтому самое главное – это центр. Это ваше творчество, ваше искусство, то, как вы раскрываетесь. Ну, а дальше все посильно, правда. Еще раз скажу. Страшно вначале любому. И мне тоже было куча всего непонятно. Тем не менее, со временем, если вы будете по чуть-чуть изучать в каждой из сфер, вам станет все понятнее и понятнее. Если вы отгораживаетесь, не думайте, что оно рассосется. Не думайте, что оно никогда вас не настигнет, и с этим не придется сталкиваться. Придется сталкиваться. Мы все живем в том, с чем нам приходится сталкиваться. Потому что, ну, вот такая вот взрослая жизнь, и у художника тоже. Понятно, что хочется иногда зарыться в свой маленький мир и сказать, что я не хочу туда выходить, в этот большой, в эту наружу. Вот, да, иногда и каждому из нас хочется, и это тоже нормально. Вот, ну просто в какой-то момент мы выходим или находим людей, которые разбираются в этом лучше, чем мы, и, собственно, они нам помогают. Вот, спасибо вам. Мне, видите, я уже, может быть, немножко повторяюсь, но мне так немножко грустно завершать. Тем не менее, я считаю, что сезон у нас супер наполненный, очень классный. Если вы его еще не прошли до конца или каких-то результатов внутренних еще не почувствовали, значит, пройдите еще разок и обязательно с домашними заданиями, потому что домашние задания, не просто прослушивание информации, дают именно ту самую пользу. Вот, поэтому пишите, я здесь в сторис разместила, вы можете писать также в своих сообщениях, в комментариях, какие темы бы вы еще хотели. Если эти темы будут и мне близки, я с удовольствием подумаю о 6-м сезоне и тоже как-то это раскрою. Вот, может быть, что-то осталось нераскрытым сейчас. Тем не менее, мне кажется, я вот здесь постаралась. Но темы же все время появляются, поэтому обязательно пишите. Вот, так. Грустно, что последний эфир, да, и мне немножко. Но, тем не менее, у меня сейчас тут и в клубе, и, в общем-то, арт-раша в конце этого месяца, мне очень надо подготовиться. Порекомендую в договорах подписывать даже место развески на выставке или галерее. Да, но обычно эта галерея сама предоставляет. Вот, эта галерея сама предоставляет, она пишет в эту сторону договор обычно, где конкретно, что и как. Но, естественно, если там этого не прописано, то можно встречно писать правки. Вот. Спасибо огромное, буду делать домашку. Да, ваша домашка, ваша база, ее кроме вас никто не сделает, но сделав ее, вы скажете себе лично спасибо. Это прям вот. Спасибо вам, что были со мной. Я желаю вам огромных успехов в творчестве, чтобы, знаете, моменты грусти и моменты досады, когда что-то не получается, не подламывали вашу внутреннюю опору в том, что вы делаете. В том, что вы делаете что-то важное. Вы делаете важное для себя в первую очередь и для других, кому это тоже откликнется. Чтобы даже когда сложно, это не разрушало вот это осознание.
чтобы оно помогало вам выстаивать и двигаться дальше, развиваться, улучшаться, совершенствоваться, радоваться, творить, любить, да, вот это все. Потому что я знаю, что весь мир вокруг, это вот как бушующее море. Если наш вот этот столбик внутри, и то, что мы в течение вот этих 7 серий, это внутренняя опора на себя, на свое желание творить, на свое личное творчество, если мы его укрепляем, то тогда мы сможем это выдержать, несмотря на все сложности. Вот. А люди, единомышленники рядом с такими же столбиками помогут, в общем-то, видеть, что мы не одни такие. Вот, все. Спасибо вам большое. Вот, пишите ваши идеи, темы и делитесь в 5 сезоне вашими находками. Я буду очень рада и надеюсь до 6 сезона, до новых встреч. Все, пока-пока.